Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за краба Эрла. Да, захотелось мне немного поимбовать. Взял я самый сильный предмет для краба, это укол адреналина, как мы выяснили, да, без него краб не играбелен. Ну и с такой вот сборкой, чисто на выживаемость сборка. Бедный краб. Мы пойдем драться. Драться пойдем в командные бои, жестко наваливать. Я взял самый жесткий скин на краба, который мне всегда приносит победы. Надеюсь, сегодня это будет так. Ну и поехали, в общем. Мистер И скин называется. Красивенький такой, модный, с цепочкой. Поэтому, я думаю, сегодня будем тащить. Два краба в команде, это как бы к успеху, к топ-1. А там два сквада вместе собираются бить легендарного бота. Так, ну я вот сюда вот подойду, чтобы было удобнее. Зажимаем ботика в тиски, так сказать, чтобы он не сбежал. И будем нагибать. Понимаю, понимаю. Иди сюда, друг. Не, ну я, конечно, красавчик, не спорю. Такой хук мастерский вообще. На. Не, ну копьем так-то попал, неплохо. Ну залутай ты уже, дробовик, ну. А лук еще не лутают. В смысле, у вас что, лучше лук, чем серебро? О, жесть. И дробовик, что ли, есть? А вот дробовик, чувак, кстати, хороший пришел. Надо похилиться, а лишней аптечки, как говорится, не будет. Дробовичок залутали, и можно драться. Погнали. Да, мы моя команда. Ну ладно, мы с крабиком будем веселиться. Он спрятался в бочку, чтобы вы не видели. Ну, а я буду играть в открытую. Нагибать в открытую, да? Как думаете, зачем они сюда пришли? Ну, это очевидно. Вот эти трое неадекваты. Уже понятно сразу. Ну, потому что... Зачем они пришли? У них уже почти фулл лут. А. Верите? Ни разу не ошибся. Ни разу. Просто только взглянуть на союзника мне уже хватает, чтобы понять, кто он на самом деле. Никс с этими, с инструментами. Вот и все, ребят. Вот такие вот дела. Просто 100% предсказания. По-другому не скажешь. То чувство, когда уже знаешь, что за тебя играешь с самого начала. Ну да ладно. У нас есть крабик. Так, что-то эти испугались. Бочколюбы очередные. Любители бочек. Так, крабик уже пошел рваться. Я пока что буду действовать аккуратно. Никсика притянул красивенько. Так, этого бахаем. Главное сейчас притянуть пингвина. Это главная задача, но я пока что действую так вот. Автоатака сейчас попробую притянуть. Отлично. Автоатака у крабика это, кстати, хорошая штучка. На самом деле. Кто бы что ни говорил, именно на активный навык неплохо работает. Можно частенько использовать. И будет очень красиво. Потому что вы, ну, в нужный момент просто нажимаете активный навык без прицеливания. И шансом неплохим он может попасть в противника, особенно который там стоит на месте или который поблизости. То есть не нужно целиться, это очень удобно. Но опять же, там я смотрю, Никс кого-то душит или просто так кидает. Ну что-то, мне кажется, он просто так кидает. Хотя, вроде там что-то есть. Бобер какой-то спрятался. Ну ничего, бобер скоро выйдет, у него выбора нету. Хотя, смотрю, краб с Никсом пошли дожимать. Ну давайте тут постоим, пока посмотрим, вдруг бобер сможет их обойти. Я такой, типа, бочка невидимая. Притяну. Давайте смотреть. Они там дерутся. Ну, убили, да? Или нет? Да вроде убили. Или нет? Блин, у нас жираф уже умер. Жесть, там, конечно, бобер нагибает. Слов просто нету. Так, залез я в эти штуки. Видали, как, кстати, как акула притянула? Рандомно чисто, просто нажал и, ну, в ту сторону и притянул. Офигеть. Я не ожидал. Ну, как-то изи. Ни одного нормального противника к нам не попалось. То есть, ну, все сквады, как вы видели, были очень слабые. Странно очень. Ну, я же говорю, просто скин надеваешь вот этот вот, и все. И краб как бы заходит в бои, и все само побеждается. Золотая лихорадка. Врубили такие, смотрите, 5 минут назад. Золотая лихорадка. Все ящики идут. Так, погнали смотреть. Погнали смотреть. Открываем. Тут от 800 с чем-то до 1200 с чем-то падает. То есть должно быть сейчас от 1600 до 2400 с чем-то. Открываем. 1792, да. Вот я, кстати, думаю, может открыть все-таки... Ну, пересбросить, потому что, видите, кофе выпало на одну. Так, хотя ботинок для Эдны тоже полезная штука. Давайте посмотрим, что выпало, да? Кофе выпала, трубка. Посмотрите на эту дичь, а? Посмотрите просто на ту дичь, которая падает. Ни зубов вампира, ни гранат.
Чего там еще полезного есть серебряного? Ну, я вообще не знаю. Ну, короче. А сейчас же нету, блин, сейчас же нету сброса этого. Обидно. Ну вот видите, просто предметы выбивать как весело. Поэтому я всем советую. Сброс акцию обычно, ну вот я заметил то, что ее дают часов на 10-12. То есть, даже не на 10-12, меньше. На 6 часов ее дают. Поэтому всем советую, в общем, использовать этот шанс. Кстати, давайте, наверное, откроем один быстренько еще сундучок. У меня там есть серебряный. Вот зря вчера открывал сундуки, блин. Ну блин, вчера был сброс, хотелось потестить, все-таки жетоны выбить было и профитнее, чем монетки золотать. Монеток сейчас будет много, очень много копится. Потому что я вообще сундуки почти не открывал. Итак, смотрим. Золотая лихорадочка. Все-таки теперь золотая лихорадка будет, значит можно спокойно брать и копить сундуки. Опять 1760. А что ж мне так везет? Давайте еще один откроем, я хочу просто посмотреть, будет ли что-нибудь больше, чем 1760. А то что-то вообще монет душит. О, 1900. Вот я про это говорил. То есть, если выпадают предметы повторно или что-нибудь такое, то, в принципе, неплохо накидывает по компенсации. Ну, давайте еще один последний сундучок откроем и на этом пойдем дальше играть за крабика. Эрла. 2500! 2500, это 1250 мне, 1200... Ну да, 56. 1256 это без двойной золотой лихорадки. Как вам, а? Норм? По монетам. Ну, это, конечно, не 5000, как было раньше, да, когда вышел патч 3.0. Но это половина. Но это в золотую лихорадку, опять же, и с новой системой лиг. Но, в принципе, это уже приемлемо, да, из того, что было. Поэтому, в общем, ребятки, отправляемся дальше. Нас ждет успех, поэтому всем советую, опять же, копить сундуки. Потому что, скорее всего, в выходные, в какой-нибудь из дней будет золотая лихорадка. Свой, да? Понял, принял. Ну, зуба, шо? Шо сказать? Зуба есть зубы. Ничего не меняется. Так, тут ботик есть. Давай, лутай аптечку. Так, ну, надо держаться вместе. Команда. Команда. Кого-то бьют, да? Кого там бьют? Ботика били, да? Да, блин, да что ж такое? Что не попадаю-то? Обидно. Бью с ботинком, любители побегать. Ну, короче, тут такое себе у нас получается. Надо бежать за противником. Ну, блин, они сбежали под купол, я не хочу под купол лезть. А мне нужна аптечка еще одна, хотя бы. Хотя бы одна. Да вы видели, ну? Дайте сначала бахнуть хотя бы. Ну что за противники такие? Так, хилимся. Блин, ну вы гадский пингвин. Видали, он там как размансил? Сюда, иди, Брюс. Не беси меня. Так, этого убили. Генрик у нас, кстати, с легендарным дропом, это хорошо. Генрик сможет развалить, если что. Да ну почему лаг в этот момент был? Ну, вот вы видели тоже этот момент, когда я, блин, собирался хукать, и оно резко залагало. Жесть. До свидания, кенгурусик. До свидания. Так, ну вот, какого фига вы на остров залезли? Гений, блин. Ну, конечно, я притянул бота, да? Или мне показалось? Ну вот, что мне за команда? Вот насколько нужно быть гением, чтобы на остров лезть? Ну, причем бобер, заметьте, он был с анализом святого и не пришел помочь. Как вам, а? Ай, просто не горит от этих гениев. Просто не горит. Тогда двигаемся вместе. По-другому у нас нету вариантов, потому что у нас гений акул. Надеюсь, ему этот урок послужил поводом изменить свою тактику или нет. Ну, сейчас мы это узнаем. Ой, не умеют играть, но лезут драться. А пингвин хорош. Пингвин красавчик. Размансил, раскастовался. Ну, блин, я бы вошотнул давно, если бы не эти лаги, блин, суповские, как всегда. Вы видели, я пингвина успевал доставать, ну. Причем автоатака, кстати, в него попадает, если что. Ну, просто стану вот здесь, вот буду караулить, чем мне. Так, бахаем так. Капканчик бы залутать, бобер не. Залутал. Вот самое интересное, что бобер мог бы бахнуть далеко наперед, но не бахнул. Блин, видали, кстати, далеко хукаю, но все равно не попадаю, не достаю. И там что, несколько пингвинов? Нет, там пингуру я вижу, пингвин уже умотал.
Пингвин Шустер вроде с ботинком даже играет. Не, ну вы видели прямое? Прямое было! Беспредел. Опять этот зубовский... Ну, конечно, стенка. Что же еще? Надо держаться с командой. Не тупить, нельзя тупить. Просто, блин, ну... Я на скоростях, а мне вдогонку залетает. Так, акула шотаем. Так, бахаем этот капканчик. Ну, конечно, бобер стенку поставил. Ну, гений, ну просто гений. Ну, сейчас бы льва шотнули, а он стенку поставил. Ой, ну, конечно, эта стенка нас спасла от стана льва, да. Но, блин, лев бы тоже стоял в стане так. Фух, повезло нам, что противники оказались глупее, чем мои союзники. Ой, я сейчас пингвина притяну. Сюда. Ну ладно, почти пингвин. Почти. Пингвин, походу, где-то уже все. Закончился. Но вот опять. Скажите, что это было не прямое. Офигеть. У меня просто слов нету. Ну, прямые кидаю, но все равно промахиваюсь. Ну, это типичные зубы, как всегда. Ладно, ладно. Давайте еще один победный бой за краба сыграем. Ну, как бы вот, ребятки, опять же. Скин на краба не тащит, да? Вот заметьте, как это все происходит. Почему я беру этот скин на краба, и он затащит любой бой? Ну, точнее, и он тащит почти все бои. Мне даже напрягаться не надо. Какого, блин, это происходит? Вот по-любому это подкрутка. Вот по-другому не скажешь. С Генри снимаешь скины, 5 поражений подряд. На краба сходишь, одеваешь этот скинчик. Уже раз 5 тестил, наверное. Ну, 3 точно. 3 точно я тестил раза. Этот скин дает 100% победы. Ну, это имба просто. Ну, вот как это работает? У меня других слов нет. Просто лютая подкрутка. Одним словом. Может, реально там где-то подкручено в балансе? Это, конечно, все шутки. Заметьте, я, кстати, похилился случайно. Нормально, баланс еще. Ну ладно, мы тащим, нагибаем. Опять же, команда, вот видите, адекватная, никуда еще не сбежали, никуда еще никого не... Ну, ни фигню не страдали, еще не умер никто. Совпадение, не думаю. Заспавнила в одиночку, да, не в 3 сквада сразу. Причем в музей заспавнила, золотой лук сразу дали. Ну, то есть, подкрутка невидимая, вообще нету, да? Конечно, шутки все, но... Слишком реальные шутки, слишком. Беспалевные подкрутки, как всегда. Ладно, двигаемся дальше. У нас плеер на скипе. Блин, это ж надо до 10 уровня качать, а ник не сменить. Интересно, что ими движет? Причем это игрок, это заметно, это не бот. То есть бот бы действовал по-другому, он бы просто так не стрелял. Так, ну что? Противников найти не можем, а вон, нашли. Так, скипика уже добиваем. Лиску сейчас притянуть бы. Ой, точнее, не скипика добила, а Никса. Заметили, Никс в мою сторону прыгнул. Вот это дерзкий. Чтоб я такой дерзкий был. Это наш Никс, ладно. Я жить притянул. Неожиданно, честно скажу вам. Было очень неожиданно. Так, Никса не попадает, к сожалению. Бахаем. Автоатака еще бахаем. Джейд здесь бегает, быкует на меня. Быкующая Джейд. Жестко. Так, ставим капканчик, стеночку. И нагибаем. Они сейчас попробуют ворваться, но у них не получится, потому что... Не, ну вы видели, а этот Никс, как он увернулся, как он мог? Ты что, самый скилловый, что ли? Кстати, можно попробовать автоатакой побахать здесь. Блин, у меня опять кнопки залипают, ну офигеть. Ну, вот видите, ну просто, ну, все залипает. Ай, не хочет игра, чтобы я тащил. Постоянно это делает. Уже надоело это терпеть, на самом деле. Блин, думал, я успею наперед купнуть, но... У нас там кролик скипи, нужно спасать. Акул, спаси, братан. Все, я тогда тут прикрою. Так, ну здесь никого вроде нету. Последний убежал. Стеночки поставили, разбомбили, бахнули, все красиво. У нас Бак, кстати, очень большой молодец. Он, когда мы здесь добивали и лутались, он там ворвался соло в этот сквад и начал ему устраивать веселую, ну, жизнь, да, если так сказать. Ну, потом я ему начал помогать, он убежал к нам, вернулся, да, мы его резнули. И все у нас было красиво. В итоге мы победили. Ну вот опять же, я же говорю, просто берешь крабу скин, без подкрутки, конечно, без подкрутки. Изи, топ-3, топ-1 делаешь. Берешь другой скин, фиг победишь. Тебе нужен по-любому укол адреналина, который с этим скином вообще не нужен. В итоге, он как бы не лагает, да, если что. Заметили, да? Не лагает вообще. Ну, что я могу сказать, ребята? Такая вот игра, такая вот зуба. Скины, как говорится, не подкручивают вообще ни разу.
Опять же, у нас скоро, кстати, в игру будут добавлять 17-18 лигу. Правда, не знаю, насколько скоро это будет. Потому что анонсили они ее очень давно, месяца 2 или 3 даже назад. Ну, один точно. Нет, даже 2. Нет, все-таки 2 или 3 месяца, да. Заанонсили нам 17-18 лигу. И как бы на этом все закончилось по поводу анонса. Ну, в общем, ждем, непонятно чего, непонятно когда. Я к чему это говорю? Там на 17-18 лиге будет возможности лутать жетоны, наверное, на максимальном уровне. То есть у нас сейчас сундуков жетоны падают хуже. Вот у меня на 16 лиге падает хуже, чем было раньше. Насколько хуже, ну я уже точно не скажу. Ну, опять же, давайте вот по изумрудному глянем. Вот, изумрудный 184 жетона. Раньше было 270. То есть на следующей лиге должно быть уже там 200 с чем-то, и потом уже 270 на 18. По идее. Я так думаю. Но, опять же, мы это узнаем уже в следующий раз, когда это все случится. Кстати, заметьте, золотая лихорадка, 16 лига, 50 тысяч монет, легендарный сундук. Не дурно, не дурно. Ну, жетонов, конечно, посмотрите, 360. А раньше было 720. Офигеть, да? Очень обидно. И опять же, этот, в котором было 2000 жетон, я помню, как на змею дважды подряд выпали, это, конечно, было эпично. Ну, смотрите, 200 тысяч монет. Ну, стоит он, конечно, просто офигеть как. Ладно, на этой прекрасной ноте мы закончим, ребятки. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Бегом открывать все сундуки, как говорится, лутать монетки. Но перед этим попробуйте апнуть лигу как можно выше. Возможно, у кого-то там еще не доапано и все такое. И после этого уже открывайте, потому что каждая лига дает бонусы к монетам очень хорошие. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.